Депрессия является опасным физическим и психологическим состоянием. Она делает больным тело и истощает разум. В состоянии депрессии человек нуждается в помощи. Но в первую очередь, каждый, кто столкнулся с депрессией, должен помочь себе сам. Благодаря современной науке и древней философии нагвализма, описанной в книгах Карлоса Кастанеды, в большинстве случаев человек может самостоятельно, без лекарств и затрат на специалистов, избавиться от депрессивного состояния. Для этого ему необходим запас личной силы и ясная стратегия действий. Но как древнее знание из книг Кастанеды может быть применено в обычной повседневной жизни? И как с его помощью можно самостоятельно выйти из депрессии? Исходя из знаний нагвализма и гностицизма, опираясь на научные исследования, команда канала Way in Silence разработала эффективную стратегию по выходу из депрессивного состояния, которая основывается на 3 составляющие – работу с телом, работу с мыслями и работу с самоощущением. Двигаясь последовательно от первого этапа к третьему и раскрывая чувственный и рациональный интеллекты, вы накопите личную силу. Так вы улучшите качество вашей жизни и победите депрессию. Чтобы углубиться в понимание основ нагвализма, сперва мы раскроем несколько ключевых понятий этой философии, а затем представим разработанную нами стратегию по выходу из депрессии. Итак, приступим, друзья. Нагвализм представляет собой знание древнего индейского народа тольтеков, жившего в Центральной Америке и описанное одним из самых загадочных и мистических писателей 20 века Карлосом Кастанедой. Древние тольтеки говорили, что человек – это магическое существо, а вся Вселенная пронизана энергетическими нитями, которые взаимодействуют с человеком и проходят через человеческий энергетический кокон. Эти нити были названы посвященными эманациями. Соприкасаясь с энергетическими нитями, человек развивает внимание, которое, согласно нагвализму, разделяется на тональ и нагваль. Тональ – это та часть внимания, которой человек пользуется в своей повседневности, чтобы описывать окружающий мир, и связана с его интеллектуальной деятельностью. Нагваль же является скрытой тоналем частью внимания, которая олицетворяет все доступные возможности человека как магического существа. Знание тольтеков говорит, что гармоничное взаимодействие тоналя и нагваля расширяет сознание человека и делает для него доступными знания, позволяющие справиться с любыми жизненными трудностями, включая депрессию. У обычного человека тональ скрывает нагваль, так как в результате взросления и приобретения опыта тональ становится деспотичной частью сознания, полностью контролирующей восприятие человека. Тотальный контроль позволил тоналю внедрить и запустить в сознание человека мыслительный механизм, который как бы постоянно надиктовывает, что и как необходимо делать. Эта программа называется внутренним диалогом. Опасность внутреннего диалога заключается в том, что он управляет вниманием человека и заставляет видеть мир в единственном и строго фиксированном варианте. Помимо этого, внутренний диалог навязывает человеку образ себя самого и жестко фиксирует человеческое сознание на этом образе. Подобный процесс в нагвализме получил название «чувство собственной важности». Чувство собственной важности истощает своего носителя и расходует весь доступный ему энергетический потенциал. Для того, чтобы помешать человеку оторваться от навязанного внутренним диалогом образа самого себя и заблокировать его возможность критически мыслить, внутренний диалог навязывает модель поведения, названной в книгах Кастанеды индульгированием. В простейшем смысле индульгирование является неестественной и внедренной в сознание моделью поведения, при которой человек тратит энергию на закрепление созданного внутренним диалогом образа самого себя в сознании. При этом индивидуум как бы очаровывается выстроенной им образом собственной персоны и типичной для этого образа моделью жизни. Так человек лишается трезвого восприятия действительности, что приводит к физическому и энергетическому истощению, результатом которых является депрессия. Чтобы еще глубже осознать и воспринять механизм работы внутреннего диалога и индульгирования, обратимся к еще одной глубокой и ясной философии, называемой гностицизмом. Гностицизм был распространен на побережье Средиземного моря в начале первого тысячелетия нашей эры, а его название происходит от греческого слова «гностикос», что означает «обладающий знанием». Гностики говорили, что человек представляет собой тройственную структуру, состоящую из духа, души и тела. Дух – это глубина,
и осознающий источник человека, наделяющий его знанием и силой. Согласно гностицизму, дух пребывает в вечности. Душа же, по представлениям гностиков, это накопитель чувственного и интеллектуального опыта человека, который сообщается душой духу. Тело – это источник взаимодействия с физическим миром. Сбалансированное и гармоничное взаимодействие духа, души и тела является источником личной силы человека и делает его недоступным для пагубного влияния депрессии. Дон Хуан говорил, что дух человека в повседневной жизни сообщается с ним через знаки. Чтобы распознать эти знаки, человек должен наладить в себе взаимодействие нагваля и структурированного тоналя, который он называл правильным. Древние тольтеки говорили, что через правильный тональ каждый индивидуум способен раскрыть в себе нагваль и обрести естественную двойственность сознания. Согласно философии гностицизма, раскрытая и гармоничная двойственная душа человека, представляющая собой развитые чувственные и рациональные интеллекты, позволяет человеку взаимодействовать с духом напрямую. Другими словами, нагваль – это чувственный интеллект человека, а тональ представляет собой его рациональный интеллект. Чувство и рациональность составляют двойственную природу человека, с помощью которой он познает мир и взаимодействует с духом. Так каждый индивидуум способен получать знания из самой вечности, а затем с помощью здорового и развитого тела воплощать их в собственную жизнь. Выстраивая свою жизнь сообразно импульсом от духа, человек накапливает энергию, останавливает внутренний диалог и становится недоступен для деструктивных влияний депрессии. А сейчас мы представим вам стратегию по выходу из депрессии, которая позволит вам самостоятельно преодолеть это деструктивное состояние. Первый этап – работа с телом, снижение токсичной нагрузки. В процессе жизни человеку приходится справляться с огромным количеством токсичных веществ, поступающих из окружающей среды. Экологическая обстановка является существенным фактором здоровья, но здесь речь идет скорее о вредных веществах, которые человек может исключить самостоятельно, просто пересмотрев свой образ жизни. Для этого исключите потребление алкоголя, никотина и сократите до минимума прием лекарственных препаратов, в том числе гормонов. Уберите из рациона продукты с содержанием Е-добавок, пестицидов и нитратов. Мы рекомендуем вам подобрать экологичную косметику и бытовую химию и заменить пластиковые контейнеры, посуду на более безопасные, а именно на стеклянную и керамическую. Перестаньте вкалывать ботокс и делать татуаж. Цель работы с телом заключается в максимальном снижении дополнительного расхода доступного вам энергетического ресурса благодаря очищению тела. Создание правильного рациона питания. Цель питания – это напитать ваше тело необходимыми элементами. Избавиться от голода с помощью плохо сбалансированной, низкокачественной или опасной еды не означает напитать тело и поддержать его здоровье. Помните, что цель пищи – это продление вашей жизни с помощью сохранения функционирования физического тела. Не ешьте, что попало и когда попало. Для организма дефицит питательных веществ является стрессом. Постоянный недостаток витаминов и минералов приводит к хроническому стрессу, что в свою очередь ведет к депрессии. Каждый прием пищи должен содержать белки, жиры, углеводы и закрывать потребность организма в витаминах и минералах. Придерживайтесь тарелки здорового питания от Harvard Medical School. Нормализация сна. Во время сна шишковидной железой вырабатывается очень важный гормон, называемый мелатонин. Мелатонин оздоравливает ваше тело и снижает напряжение головного мозга во время сна, организовывая вывод отходов жизнедеятельности из его структуры. Недостаток мелатонина из-за недосыпания или нарушения циркадных ритмов существенно снижает ресурсы организма, что препятствует накоплению телом силы. Мудрецы древности говорили, что единственная часть тела, которая взаимодействует с духом напрямую, это шишковидная железа или глаз Гора. Нарушение работы шишковидной железы ухудшает ваше взаимодействие с токами силы из вечности и истощает вас. Когда вы истощены, вы подвержены агрессивному влиянию депрессии. Друзья, мы подготовили расширенную версию стратегии по выходу из депрессии в текстовом формате, которая доступна в нашем сообществе на Boosty.
В тексте мы более детально описали все 3 шага стратегии и дали практические рекомендации по их выполнению. Используйте созданную нашей исследовательской командой стратегию, чтобы помочь себе и окружающим. Второй этап – работа с мыслями. Переключение внимания. Депрессия является результатом неконтролируемого процесса индульгирования и деятельности внутреннего диалога. В сути, это внедренный в сознание человека инородный и неестественный механизм, основывающийся на привычной модели мышления. Отвлекая ваше внимание от вещей, запускающих привычный ход внутреннего диалога, вы сможете значительно уменьшить влияние депрессии, а затем выйти из нее. Отвлекитесь от привычного образа себя и постарайтесь увидеть вашу ситуацию цельно. Как бы воспарите над вашей проблемой. Цельное и комплексное восприятие позволит запустить новые модели мышления тоналя и новый ход мыслей, который уведет вас от влияния депрессии. Вдохновение личным примером. Пример и образ в вашем сознании личности, за которой вы ощущаете проявление силы, способен стать ориентиром для вашего тоналя. Выберите образ, через который в этот мир струится сила. К примеру, это может быть образ Дона Хуана. Спросите себя, что бы сделал на моем месте Дон Хуан? Как бы он увидел мою ситуацию и как бы в ней действовал? Через образ вы сможете соприкоснуться с силой, которая напитает ваше тело, снизит влияние внутреннего диалога и выведет вас из депрессии. Творчество и обучение. Дон Хуан говорил, что источником творчества является нагваль. Во время депрессии занимайтесь творчеством и обучением чему-то новому. Творчество позволит вам взаимодействовать с вашим нагвалем, а обучение структурирует ваш тональ. Благодаря творческому процессу и обучению вы обретете целостность, и через взаимодействие нагваля и сильного тоналя к вам придут знания, сила и энергия. Так вы победите депрессию. Третий этап – работа с самоощущением. Осознание чужеродности депрессии. Осознайте, что депрессия является чужеродным в вашем сознании состоянием. Не присваивайте ощущаемую боль и тяготы себе, полагая, что они уникальны, а переживаемые вами негативные последствия обладают наиболее разрушительным эффектом в сравнении с другими людьми. Больно и плохо всем. Все люди чувствуют боль. Осознайте, что депрессия действует на всех одинаково. Она не является только вашей проблемой. Это проблема всего человечества. Осознав это, вы уменьшите действие чувства собственной важности и выйдете из-под его влияния. Откажитесь от депрессии и позвольте силе забрать ее у вас. Мы отказываемся с легкостью от того, что является не нашим. Депрессия не принадлежит вам. Осознание помощи окружающим. Как бы плохо вам не было, осознайте, что каждый человек на этой планете нуждается в помощи и может помогать. Вы часть человеческой семьи, которая подвержена влияниям депрессии. Помогая другим, несмотря на собственное депрессивное состояние, вы расслабляете свой тональ, задействуете нагваль и освобождаетесь от закрепления на образе собственной персоны. Помощь другим впустит в вашу жизнь силу, которая даст вам осознание и понимание, как выйти из сложившейся в вашей жизни ситуации. Помните, помогая другим, вы изменяете тональ всего человечества, делая его правильным и структурированным. Структурированный тональ всего человечества взаимодействует с вашим персональным тоналем, делая его правильным и сильным. Сильный персональный тональ позволит вам выйти из депрессивного состояния и изменить свою жизнь к лучшему. Каждый человек, преисполнивший знанием силы, идущей от духа, способен накопить личную силу и организовать жизнь так, чтобы стать недоступным для истощающего влияния депрессии. Философия нагвализма, описанная в книгах Карлоса Кастанеды, содержит подсказки, благодаря которым можно сформировать стратегию по улучшению жизни и выходу из депрессивного состояния. За знанием тольтеков стоит сила. Поэтому, выполняя поэтапно предложенную нами стратегию по выходу из депрессии, вы сможете накопить личную силу и победить депрессию. С помощью стратегии вы структурируете свой тональ и активируете свой нагваль. Представленная нами стратегия позволит вам осознать, что депрессия – это не непреодолимая проблема, а отправная точка от вашей старой жизни к началу новой. Жизни, в которой вы открываетесь велению своего духа и наполняетесь знанием о вечности.